Друзья, всем привет! Вот такой вот деревенский дом. Вот такая вот красивая собачка. Дому больше 100 лет. Дом пятистенок. Рубленый. Тарелочка триколор — это от предыдущего хозяина. Дом, как мы видим, чуть приподнят фундамент кирпичами. Это тоже делал предыдущий хозяин. Ну, видимо, где-то венцы подгнили, и частично он заменен. Ну, хотя я лазил в подпол, кирпичи, кладка кирпичная по кругу идет везде. Не знаю, почему здесь как-то так частями. Вот мы видим с вами 5-я стена. Обшивочка еще старая. Мы ее будем менять. Буду показывать на канале. Пристройка летняя. Новая. Что хорошо, у этого дома была... То есть этим домом владели одна семья. Хозяин нам продавал, ему 62 года. Он внук бабушки с дедушкой, которые здесь прожили почти всю жизнь. Вот, умерли они старенькими. Вот, поэтому с этой стороны, конечно, то, что он принадлежал одной семье, это хорошо. Так, здесь у нас небольшая стройка, но на канале вы тоже все увидите. Так, сделаю маленькую интригу. Небольшой бардак. Ну, понятно, стройка, все такое. Вот такую мы маленькую комнатку будем строить. Позже узнаете для чего. Буду я утеплять ее. Это у нас утеплитель для пола. Соответственно, стены все буду утеплять. Это у нас кладовка. Тут он такой деревенский стайл. Быстренько мы с вами забежим. Ну, здесь так вот по хозяйству. Раз. Банки, склянки уберем. Тоже от предыдущих хозяев осталось. Вот. Ну и оцените размер бревен. Да, то есть так навскидку, но в диаметре сантиметров 40 есть. Вот. Кто не верит, потом можем померить. Вот. Так, сейчас мы с вами быстро отсюда выбежим. Это у нас вход во двор. Двор тоже старый, деревенский. В свое время здесь скотину держали. Тут даже сено осталось. Вот. Ну, достаточно большой, даже так. Ну, не знаю, будет видно или нет в темноте. То есть предыдущий хозяин даже сюда на машине заезжал. Так, ну здесь темно, наверное, не видно ничего. Ладно, потом как-нибудь, кому интересно, сделаю обзор. Так, здесь туалет, видите, как выведен во двор. Вот, как таковых там супер удобств там не было. Кто смотрел старые деревенские дома, мы сколько пересмотрели, все туалеты выведены во двор. Домов мы достаточно много смотрели. Вот. Ну, пристройка вот такая. Здесь такой маленький склад. Это одна комната летняя. Вот. Понятно, что она холодная, поэтому и летняя называется пристройка. Это вторая. Тут пока бардак. Это все старое. Старую мебель, наверное, будем как-то вывозить. Не знаю. Вроде бы желающие забрать у нас есть. Так, вон собачка красивенькая. Да и тоже старенькая. Да? Старенькая. Хромает. Но в деревне бегает. Любит бегать. Хромает она у нас, потому что артроз. У лабрадоров
Это очень распространенное заболевание суставов. Так, сейчас пройдем дальше. Огород. Так, огород вот здесь вот буквально на днях была трава по пояс, я ее как мог скосил. Там мы 3 грядки решили оставить. Что-то там мы тоже перекопали. Так, вон и кусты там у нас. Не знаю, там какие-то ягоды есть. Так, малина здесь. Так, это ну, летняя верандочка. Летний душ. Так, старый ковер из дома, мы его сюда вынесли, потому что мы купили другой. Так, это у нас все лежало в бане, тоже вывесили посушиться. Будем мыть. Даже альпийская горка есть. Колодец. Ну и жемчужина всего этого — это баня. Баня новая, то есть на самом деле хозяин, он не хотел продавать. То есть не планировал продавать этот дом с участком. Но так сложились обстоятельства, что ему пришлось продать. Потому что у него, как он говорит, супруга, дочери с внуками, они ездят на дачу. Вот, и он здесь один он здесь, короче, не может находиться. Так, заборчик старого типа. Сейчас я попробую увеличить. Что именно? Увеличить. Так, сейчас мы дальше. Фокус. В общем, там стоит. Вот, наверное, будет. Да, вот отсюда видно. За вторым забором он зеленый такой колышек. То есть высотой примерно вот он прям на уровне. Вот он там стоит. 40 соток. 40 соток. Природа здесь хорошая, живая, красивая. Яблони. Так, колодец, к сожалению, они его копали. По-моему, он 14 колец, что ли. Но в итоге они там попали на плавун. Вот, и вода там идет с песком. Вот, поэтому он сделал скважину я вам покажу. Кто там так дышит-то, а? Кто там так дышит-то? Так. Идем дальше. Здесь тоже яблоня. Малина здесь вкусная. Мы в конце прошлого года мы купили этот дом с участком. Вот оттуда мы набирали малинки. Очень вкусно. Она крупная, сладкая, очень сладкая. Здесь растет дикий виноград. Тоже я, в принципе, первый раз в жизни вот этот дикий виноград попробовал. Вот он. По вкусу напоминает, ну это, видимо, сорт такой. По вкусу напоминает, как если вы пьете сок из пакетов. Вот по вкусу он такой же. Я все удивлялся, что это за вкус виноградный, который на самом деле, ну, с таким виноградом по вкусу не схож. А вот этот вкус из пакетиков сок, вот он прям очень. Вот она скважина. Проблемы в скважине следующие. Глубиной она 15 метров. Если вы сутки воду не качаете, то через сутки у вас идет желтая вода. Вот, ну, по мне кажется, что это, ну, такой не болотный вкус и цвет, а вот именно что-то связано с ржавчиной, потому что труба здесь идет металлическая, хоть там
И говорят, что внутри там какое-то есть напыление, но не знаю, через несколько лет, мне кажется, этому напылению там ни следа не остается этого напыления. Вот. И поэтому приходится, если вы хотите, чтобы у вас постоянно была чистая вода, сутки не пользуемся, нужно ее прокачать несколько часов. Ну, достаточно, в принципе, часа 3. Вот, прокачать, и потом опять идет чистая вода, но вода прям такая кристальная, чистая. Вот. Ну, не знаю, что будем делать. Углубить ее дальше, наверное, не получится, потому что ему говорили, что нужно углубиться еще хотя бы метров на 7-8. Не знаю, видимо, может быть, он денег пожалел. Но это опять же мои догадки. Прав, не прав. Вот. Надо думать, что с ней делать, если постоянно мы хотим, чтобы там была чистая вода. Так, здесь у нас кустарник. Вот. Это уже обратная сторона. И потом вода выведена у него чисто в такой в летний вариант. Вот. Мы сюда зимой приезжали в Новый год. Ну, понятно, что скважина там качает. Ну, и если мы хотим, чтобы зимой здесь была вода, надо, конечно, копать траншеи, заводить воду в дом. Пока у нас такой вариант. Вот, это бочка, это слив с рукомойника, опять же, дело рук предыдущего хозяина. Вот, тут тоже был забор, вот я его разобрал, вот так вот он здесь стоял, от стены дома вот до этого забора. Вот я как бы в нем смысла не увидел никакого. Это, я так понимаю, валуны с углов дома, потому что дом поднимал. Вот. Значит, здесь забываю все время, как называется. Облепиха, рябина и, по-моему, шиповник. Вот. Туи даже растет, но она что-то приболела, надо ее, видимо, подстричь. Вот. Кто разбирается, кто знает, подскажите. Вот. Липы здесь такие древние, лет по 70 минимум. Так, этот забор я тоже планирую убрать. Так, идем дальше. Идем. Вот мы вокруг дома прошли. Так, еще один момент хотел показать. Наверное, у кого-то возникнут вопросы. Я на них сразу отвечу, потому что лично у меня тоже возникли. Вот, потом понял, что проблемы нет. Значит, когда сюда заходишь, то на стенах вот такие пятна. Вот, к нам приехали родственники. Вот, и первый вопрос был, что это за вода. Но на самом деле это не вода. Значит, видимо, когда он оббивал изнутри вот этот пристрой арголитом, а перед тем, как обить арголитом, там какие-то деревяшки, ну, в каких-то местах он подмазал маслом, отработкой. Вот, поэтому они через какое-то время, через арголит вот так вот проявились. Вот. В общем, это не влажность, не вода. Не переживайте, друзья мои. Так, еще один момент такой. Ну, где вход на чердак? Вход на чердак, вот там лесенка над туалетом. Значит, на чердак я лазил, он сухой полностью. Вот, по старинке там утеплен он сеном. Ну и как раньше делали, то есть я думал, что может быть так или нет, но я, в общем, здесь увидел, что там идет луковая кожура еще лежит. Вот, но на самом деле он сухой, чердак, крыша нигде не течет. Единственное, во дворе в некоторых местах где-то прохудилась крыша, потому что и он подделывал сам. Ну, там вот в углу в стыке видно, там какие-то идут обрезки пластиковых бутылок, что-то там подлатано, ну, в общем, надо там тоже залазить, смотреть, имеет ли смысл. Мы, конечно, планируем этот двор снести, вот, и сделать нормальный двор, пристроить. Так, это такие бытовые сараи, вот. Что еще? В общем, в доме
Ну, пока я вам показывать не буду, потом уже там в процессе буду что-то внутри делать в самом доме. Буду, конечно, и сделаю обзор. Вот. Ну, сейчас я вам отсюда покажу, что в доме две печки кирпичные. Одна русская печь с подтопком. Вот. На чердаке эти две печки выведены в одну трубу. Трубу вот он поменял, это металлическая, раньше она была кирпичная. Вот. Значит, как бы в кухне идет русская печь. Через стену, дом пятистенок, через стену идет уже шведка. Шведка идет чисто на обогрев. Вот русская, соответственно, на готовку с подтопком. Обе печки, они рабочие. Ну, понятно, что их нужно там подлатать, подкрасить. Вот. Но шведка, она прям греет, то есть очень хорошо. Вот, то есть мы здесь зимой, ну, реально зимой, ну, конечно, таких, мы приехали в начале января, таких сильных минусов не было, морозов сильных не было. Потом уже пошли морозы, там, минус 25. Вот. Но здесь и снегом все завалило, то есть дорогу мы сюда, в принципе, не решились ехать. Вот. Ну, там такой небольшой минус. За сутки дом прогревается, то есть если их топить, ну, в принципе, так оно и должно быть в деревенских домах. Вот, если дом холодный, за сутки он должен протопиться, чтобы потом набрать тепло и держать тепло. Вот здесь вот странно, между двумя участками вот такая вот идет полоса, ничья. Вот, вот он со скважины тут что-то мудрил. Полипропиленовые трубы, смотрю, он тут соединял. Ну, я так понимаю, что это здесь вот идет тройник, что он делал на душ. Вот, разветвление. Вот там вот душ у нас. Ну, может быть, на полив и еще на что-то. Так, конечно, касаемо природы, здесь птиц, то есть выходишь, постоянно какие-то птички поют. Ну, прям вообще кайф. И кукушки, и кого здесь не только нет, и дрозды, вот, и вороны даже, сороки тут. Вчера тут битва была ворон и сорок, сороки победили. Там вот скворечники, они живые, там в них реально скворцы или еще кто-то, ну, я не разбираюсь. Да ты устала, моя девочка, да тяжело тебе ходить, лапки болят, тяжело ходить, лапки болят. Пойдем. В принципе, более-менее так вроде бы рассказал. Вот, есть какие-то вопросы будут? Ну, какие вопросы? Я сделал канал, в принципе, вот мне интересно такое более-менее обустройство. Ну и, наверное, людям, которым интересны дома именно в деревнях, в живых деревнях, не там на дачных участках. Вот, не дач, мы именно хотели дом в деревне, потому что у тещи дача есть, вот, там неинтересно. Вот, а дом в деревне, желательно, чтобы деревня была живая, постоянно, чтобы были какие-то жители. Так, по бане там внутри, конечно, все классно, вот, но буду там кое-что дорабатывать и буду вам показывать. Вот, первым делом, конечно, в планах убрать вот это безобразие в виде проводов. Вот. Все это поменять. Внутри там надо кое-что отшлифовать, покрыть защитным составом в предбаннике. Значит, здесь тоже все это отшлифовать, тоже все перекрасить. Ну, баня классная. Потом, смотрите, баня стоит на бетонной плите.